Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал Виртуальная ювелирная мастерская. Меня зовут Виталий, и здесь, для тех, кто не знал, я делюсь различными фишками по ювелирному 3D. И сегодня я хочу поделиться с вами своим способом создания вот такого вот классического кольца под названием Trinity от бренда Cartier. Друзья, не знаю как вас, а меня всегда просто охватывала какая-то паника при одной только мысли о том, что мне когда-то придется эту штуку строить. Она мне почему-то казалась крайне сложной в плане геометрии. Я не понимал, как она устроена, и просто втайне молился, чтобы этот момент никогда не наступил. Но, как вы поняли, бог ювелирного 3D меня не услышал, не пощадил и решил таки послать мне это испытание. И вот так году в 22-м мне пришлось делать эту штуку и искать способ, как сделать это быстро и просто. Друзья, я его нашел и очень долго им не делился, потому что не было времени, но сейчас наконец-то оно появилось. Кстати, демонстрировал я один из этих способов еще как раз таки в 22 году в своем сравнительном видео, где делал сравнительный анализ T-Spline с Clay и SAPD. Там оно профигурировало впервые, но там я использовал немножко другую схему, она менее совершенная, более сложная, и ее я, наверное, буду рассматривать уже в курсе Rhino Virtuos неизданное в одном из его обновлений. А здесь я покажу вам не менее эффективную схему, но она еще проще, чем та, о которой я вам только что говорил. Да, друзья, на самом деле это оказалось не просто проще, чем я думал, это оказалось, ну, можно даже сказать, просто таки примитивно. В общем, ладно, не буду вас больше томить, давайте сразу заскакиваем в Rhinoceros и покажу вам, как это все работает. Я буду делать это в Rhinoceros 5 и использовать T-сплайновую заготовку с симметрией, потому что это будет проще и удобнее всего. Работает ли это в Rhino 7 и в SAPD? Да, работает. Наверное, даже работает и в Clay в Rhino 6, потому что, по сути, метод базируется на банальных, самых обычных дефолтных инструментах Rhinoceros. Но все-таки SAPD я бы вам не советовал, точнее, SAPD в Clay. Вот, друзья, чтобы создать вот эту вот заготовку под наше Trinity, все, что нам с вами нужно сделать, это взять элемент, поднять его чуть-чуть повыше центра координат, затем вызвать полярный массив, поставить точку в центр, выбрать 3 копии, не забыть при этом указать запись истории, чтобы копии подчинялись оригиналу. Затем перейти в режим вращения и немного подвигать и повращать вот эти наши бублики. И в принципе все, друзья. На этом заготовка под нашу форму готова, и урок окончен. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Конечно же нет, друзья, я шучу. И эту заготовку я просто показал вам для того, чтобы вы понимали, насколько на самом деле банально и просто устроен принцип этого кольца. То есть это всего лишь 3 загогулины, развернутые полярным массивом и чуть-чуть повернутые относительно друг друга. Здесь на самом деле нет вообще никакой сложности. Сложность и то условная начинается чуть дальше, когда нам необходимо немножко придавать форму этим объектам. Но опять же, поскольку мы построили это кольцо с записью истории, соответственно, нам будет чуть-чуть проще, потому что копии подчиняются оригиналу. Кстати, копии мы с вами можем даже и заблокировать, чтобы они не лезли в выделение. При этом, как видите, все работает. Ну и сейчас давайте попробуем немножко отредактировать наш профиль, наше поперечное сечение. Уберем этот горбик. И сделать это на самом деле довольно просто. Почему? Потому что как бы ни был расположен этот бублик, его вот эта центральная осевая линия, ось симметрии, всегда будет представлять собой четкую окружность, и манипулятор всегда будет находиться в центре этой окружности. Поэтому даже то, что бублик расположен как-то странно в пространстве, не соотнесен с осями мировой системы координат, то есть вот с этой сеткой, это нам нисколько не мешает заниматься его редактированием. То же самое, если мы хотим его немножко расширить или сузить. Несмотря на то, что
наш манипулятор расположен немножко как бы по диагонали, вот этим двум окружностям, это никак не повлияет на масштабирование. То есть в данном случае перемещения идут от оси симметрии, и в этом вот, кстати, прелесть T-Splines. Вообще вот всей этой темы псевдополигонального моделирования. Почему я так говорю? Потому что в SAPD это тоже работает. И мы, возможно, в конце урока это с вами тоже увидим. То есть там ось симметрии, по крайней мере, вот этой вот осевой, не радиальной, она там тоже очень четко работает и идеально держит эту симметрию. И как бы мы ни поворачивали объект, то есть они, по сути, скопировали вот эту механику с T-сплайна, поэтому там тоже все круто работает. Поэтому вот все, что я показываю здесь, вы абсолютно так же сможете применять и там. Правда, там будет просто немножко другой вот этот гамбол, другой манипулятор. Вот, то есть так оно тоже работает. Ну и дальше можно снова заниматься подгонкой. Дальше подгонять под размер мы с вами, наверное, будем чуть позже, когда я покажу вам еще одну технику, которая вам, возможно, пригодится, потому что все-таки вот такой подход, когда боблик расположен черти как в пространстве, он, ну, возможно, если вы столкнетесь с другой задачей, вам не подойдет. Хотелось бы, конечно, чтобы манипулятор располагался как-то вот параллельно этому бублику, соблюдая его локальные оси, вне зависимости от того, как этот бублик расположен относительно мировой системы координат. Возможно ли это? Да, возможно, с помощью локальной конструкционной плоскости, которая привязывается непосредственно к объекту. Но перед тем, как мы это сделаем, во-первых, нам придется откатиться назад, потому что все-таки удобней изначально назначать эту плоскость именно когда объект находится ортогонально, то есть четко спозиционирован по центру оси. И во-вторых, для того, чтобы у вас сейчас все корректно работало, так же как и у меня, вам нужно будет немножко поменять одну из настроек. Возможно, не поменять, но просто проверить. Зайдите вот сюда в Modeling Aids. В 7 версии Rhinoceros, я, честно говоря, не помню, возможно, также. И найдите вот этот параметр Construction Planes, то есть конструкционные плоскости. Это, в общем-то, и есть вот эти вот наши сетки, оси координат. И вот здесь обязательно установите переключатель в позицию стандартные конструкционные планы. Иначе все эти сетки будут у вас прыгать. То есть в чем смысл? В том, чтобы назначить, как я уже сказал, или приатачить, или присоединить к нашему объекту локальный конструкционный план. Так, у вас панель стандарт, скорее всего, выглядит по-другому, не скорее всего, а точно, потому что свою я кастомизировал, но вот C-Plans у вас наверняка выглядят так же. Итак, нам нужно вызвать вот этот инструмент, называется он Set Mobile Construction Plane, и он позволяет нам сделать attach, то есть взять и нарисовать каким-то образом конструкционную плоскость, и Rhinoceros запомнит координаты и дальше будет вращать вот эту вот сетку, не эту, а ее копию, вместе с этим объектом, то есть то, что нам с вами нужно. И во-первых, самый главный момент, обязательно делаем это в том окне проекции, в котором мы хотим в будущем работать, потому что обновляться эта сетка будет именно в том окне, в котором мы ее создавали. То есть, если, допустим, мне удобнее здесь, например, назначить по ортогонали, и я сделаю это здесь, то потом сетка обновляться будет только в этом окне. А я бы хотел, чтобы это происходило здесь. И мы можем точно скопировать эту сетку, но я бы, наверное, сделал чуть-чуть по-другому, чтобы мы не путались, чтобы мы не путали вот эту дефолтную сетку мировой системы координат, ту, которую делаем мы. Давайте мы все-таки ее сделаем чуть-чуть по-другому и развернем, то есть поставим ее вертикально. Также от центра координат, но вертикально. Автоапдейт, автоматик означает автоапдейт, то есть автоматическое обновление сетки, ставим «да». И видим, что наша сетка перевернулась. На самом деле это другая сетка, потому что если мы хотим увидеть ту сетку, которая располагается в системе мировых координат, вот они, оси мировой системы координат, то нам необходимо будет нажать вот эту вот кнопку Set C-Plan World Top. Вот, и наша сетка снова встала на место. Кстати, мы до сих пор не вышли из режима атачинга, поэтому давайте, пока мы из него не вышли, нажмем Show, увидим, где находится
оси нашей локальной системы координат. Видим, что они немножко отличаются от мировой. И сделаем, рефреш здесь пока что, да, вот, кстати, рефреш. Сделаем рефреш и увидим, что сетка снова перевернулась. Рефреш, то есть обновить. То есть пока что непонятно, для чего это нужно, но смотрите дальше. Прям так оставим эту сетку, подтвердим обязательно выход из этого инструмента. И теперь проделаем все то же самое, что мы с вами делали до этого. То есть также немножко переместим наш объект, запустим полярный массив, центр в начале координат мировой системы. Так, кстати. Ну да, все верно. То есть видим, что сетка обновляется. То есть мы с вами запускаем, точнее перетаскиваем этот объект, и сетка вместе с ним тоже меняет свое положение. То есть здесь она его меняет, а здесь она его не меняет. То есть еще раз мы видим, что я сейчас немножко подвинул наш объект, то есть он ушел чуть выше центра, но сетка остается на месте. То есть вот этот 0 координат, он никуда не двигается. Вот, чтобы было более наглядно, я поднял его чуть повыше. А здесь сетка все время следует за объектом. И вот это именно то, чего я и добивался. Итак, давайте снова запустим полярный массив. Ставим в центр мировой системы координат. И раскручиваем наши объекты по кругу. Дальше я их сразу выделю. Заблокирую, чтобы они нам не мешали. Теперь здесь тоже перейду в режим перспективы. Кстати, иногда тоже происходит вот такой глюк, и сетка сбрасывается. Вот чтобы она не сбрасывалась, у меня есть кастомные кнопки. Но если у вас так происходит, кастомные кнопки, они просто добавляют некоторые команды. Если у вас так происходит, то после того, как вы перешли, вот так же, как я, кликнул здесь по названию вида, в перспективу, для того, чтобы сбросить конструкционный план, чтобы он стал горизонтальным, используем уже знакомый нам инструмент. Все, то есть здесь у меня окно перспективы, где я могу вращать и наблюдать, как располагается наш объект относительно мировой системы координат. А здесь просто вспомогательная система, которую вообще можно пока что даже отключить, чтобы она не мозолила нам глаза. Но мы ее все-таки вернем. Пусть пока будет, чтобы вы наблюдали, как она меняется. Так, переходим к модификациям. Поворачиваем немного в одном направлении, в другом направлении. И вот, кстати, можно заметить, что сетка принимает немножко странный вид, то есть она уже не соотносится почему-то с нашим вот этим вот объектом. Почему? Потому что это недоработка самого Райна, причем эта проблема сохраняется и в 5-й, и в 7-й версии, я тоже проверял, наверное, даже и в 8-й, потому что данная мобильная плоскость, которую мы привязывали к объекту, она сейчас почему-то расположилась относительно вот этой вот одной из копий, которая у нас заблокирована. Если мы сделаем отмену действия Ctrl-Z, то увидим, что сетка легла обратно. Не знаю, как и почему так происходит, но вот происходит именно так. Возвращаю обратно и сейчас сделаю просто какое-то совсем ненужное движение, просто для того, чтобы, отменив это действие, я получил и сетку в нужном направлении, и нужное положение, взаимное положение вот этих наших объектов. Немножко костыль, но что поделать. Так, и теперь, для чего, собственно, все это делалось? Точно так же переходим в режим, например, масштабирования, и видим, что теперь манипулятор располагается на оси, на осях, точнее, нашей локальной плоскости, но у вас это может, кстати, быть не так, и это зависит от того, в каком режиме у вас вот здесь вот Drag Mode. Drag Mode — это режим перемещения или режим перетаскивания. У меня он как раз в режиме C-Plane, это от английского сокращенно Construction Plane или конструкционная плоскость или плоскость конструирования.
В русифицированной версии вроде это называется так. То есть, если, допустим, бы у меня был World, то, ну, честно говоря, тоже странно. Он поменял положение, давайте переназначим. Вот, то есть, видите, в режиме World эта штука расположена немного по-другому, то есть оси не сонаправлены. Как я уже и сказал, в принципе, это без разницы, особенно для масштабирования, но мы как раз добивались того, чтобы манипулятор четко повторял оси. Поэтому возвращаемся в C-Plan, еще раз выбираем то, что нам нужно, и делаем масштабирование. И вот теперь, если мы, допустим, захотим подвинуть вот эти боковые ребра, то наш манипулятор тоже расположен вполне себе адекватно. То есть он в данном случае сонаправлен вот с этой локальной плоскостью, которая в свою очередь сонаправлена с осью симметрии нашего бублика. Понятно, что это только пример, и где и как применять вот эту вот дополнительную опцию, это уже на ваше усмотрение. Ну и согласитесь, довольно удобно. То есть здесь у нас есть мировая система координат, мы видим, как это все тут выглядит. А здесь у нас есть локальная, в которой мы балуемся. Так, ну и я еще вам обещал показать, как подгонять все это в размер, но на самом деле тут показывать особо нечего. То есть, как вы поняли, все тоже делается на глаз. Перейду в режим фронт. Нарисую какую-нибудь окружность. У меня уже здесь задан диаметр 18 мм, поэтому я его и оставлю. Ну, то есть уже сейчас плюс-минус все это попадает в заданный диаметр. Ну, наверное, единственное, что можно сделать, чуть-чуть поаккуратнее эти профили. И по большому счету все это делается простым масштабированием. Либо на вот этом вот локальном нашем конструкционном плане, либо на глобальном. То есть, как вам больше хочется. Но вот, кстати, даже сейчас уже, в принципе, видно преимущество вот этого вот назначенного нами только что конструкционного плана, потому что, допустим, к примеру, если я хочу масштабировать не по всем трем осям, а только вот так вот по двум, то, конечно, мне удобнее делать это на локальной системе, нежели вот здесь. Наверняка ось симметрии в тестплане опять-таки автоматически компенсирует искажения, которых в принципе на симметричной форме быть не должно, но для гарантии мне было бы все-таки проще делать это именно управляемым способом, то есть точно знать, что я произвожу все манипуляции именно в той проекции, в которой мне нужно. То есть где надо, я пользуюсь одним конструкционным планом, а где мне удобнее пользоваться мировой системой координат, там я пользуюсь ею. В общем, я думаю, не имеет смысла мне вылизывать здесь эту модель, принцип вы поняли, и понятно, что если чуть-чуть с ней посидеть и поподбирать все эти толщины, то в итоге у нас должна получиться именно вот такая вот форма. Давайте лучше перейдем в Rhino 7 и посмотрим, что там этот способ тоже работает. Итак, здесь у меня уже есть заготовка SAPD, которая также снабжена осевой симметрией. И давайте проведем с ней все те же самые действия, которые только что проводили с тестплановой заготовкой в Rhino 5. Итак, вызовем полярный массив. Точка в центре мировой системы координат 360 градусов. Обязательно запоминаем, что нужно записывать историю. И давайте немного повращаем нашу болванку. Все, заготовка есть. Блокируем копии. И переходим к редактированию уже непосредственно самих сплайнов. И вот здесь мы сразу же сталкиваемся с неким глюком, которого не было в TestPlans. Я немножко повозился с этой штукой.
Не понял, от чего это происходит, то есть на банальное такое же манипулирование у нас вот такая вот реакция. Причем никакие ухищрения вот с этими режимами здесь также не помогли, но помог немножко другой способ. Это способ выделения по точкам. То есть также выделяю петлей, и почему-то в режиме точек таких деформаций у нас не происходит. При этом почему-то с ребрами боковыми, которые не касаются непосредственно оси симметрии, у нас все нормально. То есть мы можем точно так же их вытягивать, и несмотря на то, что манипулятор по сути расположен диагонально к плоскости вот этой нашей окружности, осевая симметрия компенсирует все эти перемещения. И ну вот просто чтобы вы видели, создает нам вот такую вот бочку. И по-моему она вроде даже правильной формы. В общем, так или иначе, если она неправильной формы, то здесь все делается абсолютно точно так же, как мы делали это в T-Splines в Rhino 5. Назначаем конструкционную плоскость, проводим все нужные нам манипуляции, и, в общем-то, на этом все. Наша форма готова. Вот такая вот, друзья, понятная, простая и в то же время эффективная техника. Да, возможно, не стоило усложнять урок всеми этими плясками с конструкционными плоскостями, но с другой стороны, чем больше знаний, тем лучше. И чем шире ваш арсенал, тем гибче вы в решении задач. Можно ли было решить эту задачу с помощью Grasshopper? Само собой можно. Понимая принцип и алгоритм устройства данного изделия, конечно же, все это легко можно было перевести в ноды. И многие, кстати, так и делали. Но я изобрел свой вариант и показал его вам. Надеюсь, что он вам понравился. Ну а у меня, друзья, на этом теперь уже точно все. Благодарю вас за внимание и увидимся в следующих видео. Всем пока!